Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мы базируемся в городе Измаил, а это юг Украины и юг Одесской области. Но несмотря на то, что мы живем на юге Украины, мы составляем агрогороскопы по московскому времени. И по нему очень легко определять каждому с помощью интернета свой часовой пояс и свое время. И сегодня мы рассмотрим агрогороскоп с 7 по 9 августа 2021 года. Это время и убывающей луны, время Гекаты и новолуние в знаке стихии огня. Это знак Лев, огненный знак, самый горячий знак, самая большая энергия именно во Льве. Ну и выпало в этом знаке как раз новолуние. И смотрите, 7 начинается, 7 августа с 10 часов 32 минут и до конца суток вот этот период знака стихии Лев. 8.08, вот заметьте, 8.08 очень интересная волшебная дата, да, еще в знаке стихии Лев. Это уже не касается растений. Загадывайте желания, планируйте, позитивно мыслите. Очень хорошее время поднимать свое сознание и настраиваться на позитив. Все 24 часа будут во Льве, это время новолуния. И 9 уже августа с 0 часов и до 17 часов 56 минут можно было бы вот так и оставить эту дату, но у нас будет луна без курса с 15 часов 25 минут до 17 часов 56 минут, до время перехода в знак Дева. Поэтому есть виды работы, которые мы можем делать в этот период, и нужно будет ориентироваться вот на это начало луны без курса, начало спячки нашей луны, которая всегда отдыхает в конце знака и перед переходом в новый знак. Итак, мы определили, что это время черной луны, время новолуния, которое произойдет в 16:50 8 августа. А теперь рассмотрим все виды деятельности, которые можно и нельзя делать. Ну, в первую очередь, мы всегда рассматриваем с вами посевы. И сразу же вам говорю, что посевы в новолуние, да еще в знак Лев, не проводятся. Нельзя их проводить, и вот нельзя проводить все 3 дня нахождения в этом знаке Луны. То же самое касается рассады. Рассаду нельзя высаживать. Даже если высадить ее, я уже пробовала, маленькая корневая система, никакое растение, и так до конца своей жизни оно не поднимется и не даст нужного результата. Поэтому подождите несколько дней и высадите рассаду. У некоторых растет уже рассада цветочных растений, двулетники, многолетники, а тепличники тоже ожидают посадку рассады для второго оборота. Немного подождите и несколько дней, и мы с вами определим самое лучшее время для посадки рассады. А пока и 7, и 8, и 9 рассаду не высаживаем. Очень важное мероприятия полива и подкормки. Я всегда их вместе провожу. И в данном случае в знаке стихии огня все поливы не имеют никакого значения. Вода просто-напросто не воспринимается растением. Просто для успокоения души можете полить, но это не даст ни пользы, ни вреда особого. Так что поливы бесполезны все 3 дня, за исключением уже 9 только вечером, уже когда луна перейдет в знак Девы, можно будет заняться поливом и подкормкой. Ну а днем, утром это не делаем. Но естественно, если мы не поливаем, то и подкормка опасна для растений. Особенно еще жаркое время во многих регионах, еще плюс 30. Поэтому, пожалуйста, с подкормками будьте очень осторожны и под корень, и по листьям, чтобы не обжечь корни растений, и листики тоже нежные. И это будет все 3 дня наблюдаться, кроме вот 9 вечернее время вместе с поливом можно будет уже проводить подкормочки. Комнатные цветы. Комнатные цветы во многих уже готовятся.
к периоду перехода в осеннее уже состояние. Поэтому самое главное сейчас защита от болезней и вредителей. Белокрылка, паутиный клещ везде и всюду снуют. Ну и зеленые операции. Вот, кстати, очень хорошее время для зеленых операций. Если где-то что-то лишнее, срежьте, отрежьте. Вот это время хорошее при новолунии, да еще в знаке Лев. Раны быстро зарастают, и растение нормально себя чувствует и дальше продолжает свою жизнь. Это по комнатным цветам. Идем в сад, а в саду приветствуются зеленые операции. Естественно, в новолуние, да еще в знак стихии огня можно это делать, и делать можно спокойно. И защищать растения от болезней и от вредителей. Но помните, что здесь очень важно наблюдать температуру. Если температура очень высокая, то ядовитые вещества не используйте. Далее у нас очень важно, так, зеленые операции мы сказали, и сбор урожая. Да, сбор урожая обязательно тоже. Уже много созревает различных плодов, можно собирать и их на переработку отправлять. И переходим мягко в сбор урожая на всех участках наших огородных садовых дел. Можно копать картошку, можно собирать лук, чеснок, можно любые садовые плоды, овощные растения, все это собирайте. А вот здесь очень важный момент. Я сразу связываю эту защиту и с переработкой, потому что обычно мы собираем для еды каждый день, а вот здесь можно и нужно заготовки на зиму проводить. Поэтому консервация, сушка, заморозка, вы смотрите, вот этот период далее, постарайтесь до 14 часов, если можно еще раньше провести вот эти работы и собрать урожай, и переработать урожай до 14 часов. Почему? Потому что далее идет знак Девы, а Дева – это нехорошее время для заготовок и для сбора урожая на хранение. Проверила уже многократно раз. Увы, не получается у нас ничего хорошего в Деве, связанного именно с хранением и с переработкой продукции на длительное время. По сбору семян тоже отличное время, хотя, казалось бы, новолуние, но семена уже давно созрели, а если они готовы к сбору, цветочные растения, овощные, собирайте семена, высушивайте и закладывайте на хранение. Ну и очень важный момент – это еще защита растений огородных, тепличных, цветочных от болезней и вредителей. Напоминаю, что при температуре плюс 30 и выше очень быстро распадается химическая формула. Кстати, она, если хранится вот этот препарат, то и раствор, препарат при высокой температуре, то и раствор уже бесполезный, потому что я видела как-то у знакомых, у них просто на солнце, в саду, вот эта ампула валяется, и они собираются, и биопрепараты собираются обрабатывать. И это после того, когда на почве уже прогрелось выше 40 градусов, там уже ничего хорошего не осталось, в биопрепаратах живого ничего не осталось. Ну и формулы уже химические же давно распались. Там эффекты от этих препаратов нулевые, а иногда даже минусовые, потому что вы в первую очередь попадаете этими частицами распавшихся ядовитых веществ в воду, а вода в почву, почва в воду. И, в общем, вы химичите и отравляете окружающее пространство, землю. Естественно, себя отравляете, затем не получая нужного эффекта. Возмущаетесь, что не работают препараты. Нужно обязательно правильно хранить препараты. И, естественно, очень поздно, в позднее время, когда температура уже падает, обрабатывать растения. Раиса Горяченко и Александр Волик сегодня подготовили очередной агрогороскоп с 7 по 9 августа 2021 года. Идет время рождения новой Луны, время рождения нового лунного месяца. Пусть оно будет у вас хорошим, удачным и плодотворным. Всего вам самого доброго и до новых встреч на нашем канале.